Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на семейном канале. Делаем вместе своими руками. С вами, как всегда, Андрей и Наталья. Сегодня мы возвращаемся к теме небольших аппликаций из джинсовой ткани. Картинки аппликаций могут украсить любое изделие, будь то сумка, декоративная подушка, плед или джинсы, на которых вы хотите замаскировать заплатку. Пожалуй, это самая простая и быстрая, но надежная технология изготовления аппликаций из джинсовой ткани. Она не требует особенных умений и навыков. К тому же такие аппликации можно делать на обыкновенной швейной машинке. Разбираем старые джинсы на лоскутки. Выбираем материал для основы аппликации. В дело пойдут даже небольшие кусочки и обрезки неудобных расцветок и неподходящих размеров. Вот, например, кусочек с колена джинсов. Такие лоскутки чаще всего сложно куда-либо применить, но в нашей работе они пригодятся, тем более что края лоскутков у нас уйдут в швы изделия. Подобрали лоскутки для основы, сразу обрабатываем их края зигзагом, так как джинсовая ткань очень сильно сыплется, и если этого не сделать, она разлохматится в процессе работы. Подготовили основу, выбираем рисунок. Мы будем шить аппликацию из кленовых листьев. В этот раз я не стал рисовать эскизы, а просто распечатал картинки из интернета. Распечатали эскиз, теперь вырезаем листочки нужного размера. Чтобы проще было представить, как будет выглядеть композиция, вырезаем достаточное количество листочков. Для наглядности на листочках нарисовали прожилки, но это совсем не обязательно. Так, баловство одно. Вырезали листочки из бумаги, раскладываем их в композицию. Примеряемся. Примерно определились. Берем небольшие джинсовые лоскутки и переносим картинку на ткань. С помощью ручки пиши-стирай. Чернила ручки исчезнут после обработки ткани горячим утюгом. Обвили листочек, берем ножницы и вырезаем заготовку для аппликации. Таких заготовок мы вырежем несколько штук разного размера и расцветки. Вырезали листочки из джинсовой ткани, снова раскладываем их в композицию на основе. Теперь крепим аппликацию к основе булавками. Закрепили, рисуем прожилки на листьях. На светлом листочке рисуем ручкой пиши-стирай, а на темных швейным мелком. Нарисовали, берем аппликацию и прошиваем прожилки листочков на швейной машинке. Чтобы избежать складок и морщин на аппликации, шить начинаем с середины. Прошиваем прожилки контрастными нитками. Удобнее всего шить прямой строчкой с маленьким шагом. Так строчка будет плотной и аккуратной. В работе мы используем прозрачную лапку для пэтчворка. Так строчку лучше видно. Если вам нужна такая прозрачная лапка или лапка для свободной ходовой стежки, ссылку, где я их покупал, оставлю в описании под видео. Прожилки верхнего листочка прошили. После того, как проутюжим аппликацию, чернила ручки исчезнут и рисунок будет лучше виден. Прошили светлый листочек. Теперь прорисуем прожилки темным швейным мелком. И подберем контрастные нитки, чтобы прошивать темные листочки. Подобрали нитки, прошиваем прожилки прямой строчкой на темных листьях. Работа очень простая, творческая, но требует некоторой аккуратности. Ничего сложного тут нет, просто прошиваем рисунок 3-4 раза вперед-назад. Если опасаетесь, что не получится попасть по тонкой строчке, когда прошиваете назад, то разворачиваете аппликацию к себе и прокладываете строчку в том положении, в котором ее
лучше видно. Прошили прожилки на всех листочках прямой строчкой. Вот так это выглядит. Теперь отступаем от края 1-2 мм и проходим свободно ходовой стежкой вдоль края 3-4 раза. Если хотите, чтобы листочки были более пушистыми, отступаете побольше, к примеру 4-5 мм. Для работы со свободно ходовой стежкой выставляем на машинке минимальный шаг строчки и подбираем нитки по цвету листочков, чтобы сделать строчку менее заметной. Прошили края листочков. Вот такая аппликация получается. Теперь, чтобы удалить ненужные нитки, которые остались и еще сыплются, и получить более пушистые края листочков, прочесываем аппликацию щеткой или тщательно стираем на руках. Постирали и проутюжили нашу работу. Вот такая симпатичная аппликация у нас получилась. Рельефная, плотная, простая в изготовлении и надежная в эксплуатации. Ее можно стирать, утюжить и отпаривать. А на этом на сегодня у нас все. Если вам нравится то, что мы делаем, подписывайтесь, пишите нам. Будем творить вместе. Шейте с удовольствием. Всего вам доброго. До свидания.